Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам, как собирается моя супермоталка пряжи. Сейчас вы видите моталку в полуразобранном состоянии. Примерно в таком виде она к вам попадает в руки. Рассмотрим подетально. Это корпус. Как вы видите, корпус деревянный. Это ось, главная ведущая ось вращения моталки. Это ось ведомая, на нее одевается шпиндель. Это нитеводитель. Через него нитка направляется на шпулю. С этой стороны моталки расположена струбцина, с помощью которой вы прикручиваете ее к столу, и силиконовые ножки, не позволяющие моталке скользить по столу. Остальные детали моталки – это шпуля, конусные ограничители клубка, ручка, с помощью которой вы крутите шпулю, шпиндель. Это деталь шпинделя, это колесо и заглушка, чтобы ось колеса не свалилась со шпинделя. Для того, чтобы собрать моталку, нужен следующий инструмент. Два ключа, которые поставляются вместе с моталкой, и обычная крестовая отвертка. Сборку моталки начинаем с установки основной детали шпинделя. Вот эта деталь. Она одевается очень просто на ось. И фиксируется винтом с гайкой вот в это отверстие. Просто затягиваем. Затянули. Дальше одеваем колесо. Колесо имеет ось. Вставляем в отверстие подшипника. И самый главный момент – вот эта резинка должна встать на свое место. Вот она встала. И проверяем, насколько туго вращается колесо. Вот этот проворот колеса должен быть достаточно тугим. Дальше зафиксируем ось колеса с помощью вот этой заглушки. У нее есть отверстие для стопорного винта. Одеваем эту заглушку сюда. Фиксируем стопорным винтом заглушку. Не очень сильно. Затянули. Значит, мы можем теперь попробовать повращать эту ось и видим, что шпиндель вращается. Все в порядке. Дальше соберем шпулю. На шпулю надо одеть два конусных ограничителя. Эти ограничители, конечно, очень похожи друг на друга, но у них есть одно отличие. Вот это отверстие разного диаметра. Отверстие большего диаметра относится к первому конусу. Он должен вставляться вот в этот паз. В длинный паз. Вот так. И поворачивайте. Повернули. Второй конус одевается в другой паз. И повернули. Шпуля собрана. Теперь шпулю оденем на шпиндель. Два паза, два выступа. Одевается вот так. И поворачивается. Защелкиваем. Шпиндель, шпуля собраны. Теперь последняя деталь. Ручка. У ручки два стопорных винта. Первый и второй. И форма отверстия ручки не окружность с небольшим усечением. Его надо
вставить на ось вот так. И вторым ключом, который идет в комплекте, подтягиваем стопорные винты. Один винт и второй винт. Не очень туго. Если туго будете крутить, может лопнуть какая-нибудь деталь. Теперь моталка собрана. Я ее держу в левой руке, за ручку кручу, она легко вращается. Закрепляем ее на стол с помощью струбцины. Можно мотать. А сейчас я вам покажу, как будет работать только что собранная моталка. Держатель клубков, нитка вставляется в нитеводитель. Кончик нитки фиксируется в щели конуса. Левой рукой я придерживаю нить, регулируя натяжение, и начинаю мотать. Клубок намотан. Снимаю ограничительный конус. Видите, какая намотка. Ни одного витка не соскочило. Снимаю клубок со шпули. Работа выполнена. Сейчас я перемотал ровно 173 метра пряжи. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До свидания.